Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 15 и 16 серия Легенды о героях галактики. Битва при Амритсаре. Так, Потеря линии снабжения поставила наступление Союза под угрозу полного срыва. да, Имперский флот контратаковал по всему фронту. Люген. Они приближаются. Сколько до контакта? Уланьфу. Приблизительно 6 минут. Хорошо. Всем кораблям боевая готовность первого уровня. Пошлите сообщение командующему 13-го флота. Слушаюсь, будет исполнено. Все. Скоро придет волшебник Ян и спасет нас. И тогда мы атакуем противника с двух сторон. Да! А у вас тоже классный командир, между прочим. Мне он всегда нравился. Но что, если Ян находится в такой же ситуации? Ага. Гиперион. Это флагман Яна. Давай. Командующий. Наконец-то началось. Приближается множество вражеских ракет. Курс 11 часов. Запустить приманку на 9 часов. Спартанцам приготовиться к запуску. Слушаюсь. Все, началось. Прямое столкновение. Без линии снабжения. Мы на вражеской территории. Или не мы. Мы вообще за кого? Я не за кого. Спартанцы. Мелкие корабли. Всем эскадрильям Истребители. спартанцев. Вылет в установленном порядке после завершения приготовлений к запуску. Всем кораблям на По вылет. плану. Я иду первым. Повторяю. Давай, я скоро присоединюсь. По плану кода. Дам тебе фору. Иди вперед и поработай. Ну, так как? Наше ли время приставать, старший лейтенант? Что вы там копаетесь? Остался только этот истребитель. Прошу прощения, я уже заканчиваю. Она старается изо всех сил. Ага. Давай, садись. Что ж, тогда я вылетаю. Открыть внешний шлюз. Фаза 6. Настоящий летчик. Закрыть воздушный шлюз. Открыть второй шлюз. Декомпрессия 5 секунд. Ну? Шлюз закрыт. Подтверждаю. Погнали. 2, Вылетаем. 1. Открыть последний внешний шлюз. Завершено. Отлично. О, как вылетел. Оставь мне маленько. Ну все, пошла Мочилова. Ясно, 13-й флот. Интересно, посмотрим, как великий Ян Вен Ли продемонстрирует свои таланты. Кэмп. Кэмп против Яна Венли. Ну, они напали на все флоты одновременно. Валькирии называются, значит... Хорошо, Эти. иди сюда. Вот так, правильно. Есть. Что? Ух. Представляете, каково это сгореть в космосе, а? Ублюдок. Что случилось по плану? У меня на одного больше. Пошли счет ремонтной бригаде. Система наведения косячит. Что? Я возвращаюсь. Конев, прикрой меня. Понял? Вы поняли, Черт, а? позорная ситуация. Вот за то, кто ему сейчас там настраивал, Так долго. Против такой маленькой кучки врагов это позор. Убить Обойдите мало. их с тыла и ведите в зону поражения наших кораблей. а Ян, видимо, держится. Ян держит оборону. Слушайте, знаете, может устаревшая рисовка, да? Но видно, что сделано с любовью, и люди, правда, старались. Хотел убить меня, ублюдок? Что? Нападение на вышестоящего офицера? Да. Заткнись! С таким безответственным отношением к делу. Угол прицеливания отклонен на 12 градусов. За что тебе деньги платят? Что? Хочешь переложить вину на других за собственный непрофессионализм? Бить мало. Вот, Ублюдок! молодец. Как ты посмел такое сказать? Ты мудохай его. Урод! О, Хватит уже. Какая теперь разница? Разберешься потом, когда бой закончится. Не останавливай меня, Конев! Перестань. Шекли погиб, и Хьюз тоже. Те парни? Там настоящее месиво. Сейчас лучше думать, как нам вернуться живыми. да. Поспешите с дозаправкой и отрегулируйте прицел пушки. Сдвиньте на 12 градусов влево. Я сделаю еще один вылет. Я тоже. Залатайте левое крыло. Потери обоих флотов примерно одинаковые. Ага. Но у противника изначально было больше сил.
Кроме того, Без поставок должного количества ресурсов у нашего флота понизилась боеспособность, не так да, ли? положение серьезное. Ну, Улань-Фу держится все равно, Командующий но... Биттенфельд, Биттенфельд. наш флот уже взял вражеские силы в кольцо. Ау. Ясно. Передайте всем судам. Если бьете, бейте в цель. И не прекращайте огонь. Слушаюсь. Мы не можем оторваться от преследователей. Что будем делать, командующий Бьюкок? А Бьюга. что тут можно сделать? Единственная наша надежда — удрать. Отступаем к Азерлону на полной скорости. Слушаюсь. Молодец, правильно делает. Ну и дела. Если даже нам приходится отступать, это значит, что другим флотам уже не помочь. Вы что-то сказали? Нет, не имеет значения. Старики часто говорят сами с собой. Ну и как он посмотрел? Ого, так они с самого начала приготовились к бегству. Стратегически это правильное решение. Он был против Роенталя. Зиг? Зиг против кого? Ваше превосходительство, сообщение от вражеского командующего. Которого? Кстати, это Вагнера играет. Музыка Вагнера. Противник принял полукруглую формацию. Что? Они концентрируют огневую мощь на нашем правом фланге. О, интересно. Противник перестроил свои ряды в оборонительный порядок. Передайте контр-адмиралу Фишеру приступить к фазе 2. Слушаюсь. Короче, только Ян к чему-то что-то может сделать. Теперь левый фланг. Перестроить линию обороны. Фаза номер 3. Правый фланг. Они снова наступают на правый фланг. Не дайте себя обмануть. Мы тоже примем полукруговую формацию и настроимся на их движение. Но это тогда будет война на истощение. О, а это плохо. Да, как и ожидалось от Фишера, превосходное управление флотом, не так ли? При таком положении дел это лишь вопрос времени, прежде чем мы прорвем оборону имперского флота. При перестройке. Нет, противник должен убедиться в бессмысленности этой схватки на истощение. Тогда они, вероятно, попытаются отступить, чтобы перестроить ряды. Воспользовавшись этим, мы атакуем, не так ли? Нет. Даже если мы разобьем этот флот, численное преимущество имперцев останется неиспоримым. Можно попробовать уменьшить шансы врага здесь, но лучше всего отступить. Отступить? Продолжать это сражение бессмысленно, не так ли? Важнее всего сейчас выжить. Что они делают? Позволять противнику опережать себя каждый раз? Вражеский флот перемещается слишком быстро. Как и ожидалось от Яна. При таком раскладе потери будут слишком велики. Немедленно отступаем, нужно перестроить наши силы. Но ваше превосходительство, если отступим сейчас, разве мы не рискуем нарваться на вражескую атаку? Знаю, но это предпочтительнее, чем глупо погибнуть вот так. Разве не так? Да, вы правы. Ну, это тоже умный человек. Просто Ян очень такой... Ян, оказывается, тоже быстрый. Я думал, что Райнхард очень быстр, но... Отлично, сейчас. Всем кораблям, отступаем! Да. Ян вообще поступает очень грамотно и действует в масштабном моменте. Ему предпочтительнее. Что они делают? Разве они не побеждали? Это... Может, они отправились на помощь товарищам в другой сектор? Вот. Или это ловушка, чтобы заманить нас? Противник Ян Вен Ли — это, несомненно, ловушка. Не будем увлекаться преследованием. Представляете, как его авторитет, как его слава на него работает. Ау, представляете, каково это смотреть? Командующий Улань-Фу, наши потери составляют около 40%, а оставшиеся силы не в состоянии продолжать бой. Сдаемся. Сдаться или отступить? Отступаем. Третьего пути нет. Отступаем. В любом случае, это будет позорное решение, не так ли? Еще какое? Сдача меня не прельщает. Отступаем. Слушаюсь. Расположить поврежденные корабли внутри строя. Принять веретенообразную формацию. Мы прорвемся сквозь вражеские ряды. Грамотное решение при отступлении. Сконцентрировать огонь. Стрелять, стрелять. На прорыв, ребята, Не давайте. падайте духом. Противник сопротивляется из последних сил. На прорыв. Теперь. Командующий, флагман тоже. Подождите, мы должны позволить уйти как можно большему числу поврежденных кораблей. Держитесь до последнего момента. А, Улань-Фу настоящий генерал. Отлично, прорываемся. Запустить все оставшиеся ракеты. Короче, давайте выпускаем все, что у нас осталось. О, мы потеряли его, да?
Заместитель, наши корабли смогли уйти. Половина. Ясно. Истинный командующий. Что это? Ау, это как? Так быстро? Прямо как шторм. Они прямо к ним во флот вошли. Беовульф? Пора. Нифига. Сбросить скорость и отойти. Без Мистер нужной Майер. дистанции мы не сможем атаковать. Ну, что поделать, Райнхард собрал очень крутых ребят у себя. Очень сильных ребят. Слишком сильных. Которые молодые, у которых голова работает. Командующий! Он мертв. Командующий Эль-Салем! Свяжитесь с контр-адмиралом Мутаном, я передаю командование флотом ему. О, боже мой. О, какая смерть. Нет, все. Конец. Мы закончили. Противник прямо по курсу. Всех разгромили к черту. В этом секторе находился 7-й флот. Отступить? Или разбиты? Вражеская боевая мощь превосходит нашу примерно в 4 раза. Вражеский командир, вице-адмирал Кирхайс, предлагает нам сдаться. Иди к черту. Ну, если бы дело касалось только нас, возможно, мы могли бы... Смотрите, на него все смотрят. Ты что, офигел, что ли? Стыдно. Кирхайс перед ними. Ох. И об луну какую-то ударился. Вот, ох. Саламандра. Флот Валина. Не, ну слушайте, даже Перун. Наши силы. Сколько еще осталось? Байрадин. Слушаюсь. Помимо флагмана, Перуна, еще только 8 кораблей эскорта. О, Ясно. застрелился. Командующий Бородин! Отдать честь, да. Я принимаю командование. Всем кораблям, остановить двигатели. Передайте противнику, что мы сдаемся. Застрелился. Мы вчетвером превосходим противника. Разделившись на 4 флота, мы начнем продолжительную атаку. Каждый флот будет атаковать по отдельности с интервалом в 2 часа. Нет нужды полностью уничтожать противника. Цель — довести противника до предельной степени усталости и вынудить их сдаться. Ян против... Вице-адмирал Кирхайс? Я слышал, что он близкий друг графа Лонграмма. Великолепный командир. Нет никаких шансов получить преимущество или отступить. Командующий, вы не должны им восхищаться. Вот именно, не У время. противника такой численный перевес, что наше поражение неизбежно. Вызовите на Гиперион контр-адмирала Фишера. Зачем? Зачем? Что-то придумал? Что придумал? Противник пытается измотать нас этими непрерывными атаками. Так. К тому же у нас нехватка продовольствия, а также снаряжения и боеприпасов. Короче, мы в Да еще мы жопе. только-только вышли из схватки с флотом Кемпа. Долго нам не продержаться. Мы в жопе. Контр-адмирал Фишер, я хочу, чтобы вы перестроили флот в формацию в виде подковы. Формация Ю? Да. Заманим их в центр, а потом ударим с 3 сторон одновременно. Враг запаникует и, надеюсь, резко повернет назад. Действительно. Это единственный выход. А сунется ли враг туда или нет, это уже другой вопрос. Он же то же самое не пытался сделать в прошлый раз? Командующий Лобос. Связь с 3-м, 7-м и 12-м флотами потеряна. Командующий 9-м флотом, вице-адмирал Эль-Салем, серьезно ранен. Вице-адмирал Ланьфу, командующий 10-м флотом, погиб в бою. В рапортах говорится, что оба флота потеряли больше половины состава. 5-й и 8-й флот едва-едва смогли уйти от вражеского преследования, но потеряли при этом около 30% своей численности. 13-й флот вице-адмирала Яна Вэньли справляется хорошо, но прошло уже 8 часов с тех пор, как ими был получен приказ оставаться в системе Дверкера. Мы стали жертвой вражеской стратегии. Сейчас всем нашим силам следует как можно быстрее отступать к крепости Изерлон. Командующий, ваше решение. Приказ всем кораблям перегруппироваться. Пусть направляются в систему Амритсара. Командующий. Я не вижу причин для отступления. Всем флотам курс на Амритсар. Это приказ. Все идет неплохо, не так ли?
Да, но если что-нибудь случится, мы окажемся зажаты прямо в центре вражеских сил. Да, это точно. Ничего не поделать. Как вы думаете, что случилось с противником? Вероятно, они получили срочный приказ об отступлении. Похоже, противник сосредотачивает все свои силы в звездной системе Амритсар. Амритсар. Просто смехотворно. Они что, только сейчас поняли всю бессмысленность распыления войск? Видимо, да. Хорошо. Если они выбрали Амритсар для своей могилы, почему бы нам не исполнить их желание? Направить все силы к Амритсару. Генеральное сражение. Решили дать генеральный... Ух, это что? Они что, у солнца? Круто. Я рад, что с вами все в порядке. Ни Уланьфу, ни Бородин уже не вернутся домой. Еще рано думать. Будто мы в безопасности. Верно. Еще не конец. Ну, бью как хотя бы. Ладно, тогда до новой встречи где-нибудь на Изерлоне или Хайнисине. Развлекайся. Развлекайся, козел. Уважуха, обожаю этого старика. Командующий, пожалуйста, съешьте что-нибудь. Ау, она как всегда. Спасибо, но у меня сейчас совсем нет аппетита. Это да. Вместо этого не могли бы вы принести мне стаканчик бренди? Выпить не помешает. Вы уже больше 15 часов ничего не ели. А. Кроме того, разве Юлиан не говорил вам, что вы слишком много пьете? Что? Вы двое что, сговорились? Кстати, я ни разу не видел его пьяным. О нет, гости уже здесь. Старший лейтенант, благодарю вас за работу, но сейчас не время. Оставим это на потом. Слушаюсь. Если я выживу, то обязательно буду более внимательно относиться к собственному здоровью. Я обожаю его позитив. Ну все флоты явились, и... Да, я на... Вся надежда, что ли, выходит, и на Бьюкака, если честно, Бьюкака я обожаю. Всем кораблям, начать атаку! Капитан, сбросьте на Амритсар ядерные бомбы. Отплатим графу Лоинграмму за прошлый раз. Устроим сюрприз, так сказать. А, я понял! Слушайте, круто. Солнечные ветра, что ли, да? Оболочка корпуса повреждена. Ян Вен Ли быстро, как и следовало ожидать. Ничего не поделаешь, отступаем. В процессе отступления перестроиться. Приготовиться к контратаке, когда враг начнет преследование. Не подходите слишком близко, противник может нанести контрудар. Но все-таки у графа Лоинграмма очень много талантливых подчиненных. Командующий, появился новый противник по курсу на 2 часа. Но у него больше. Ох, плохо дело. Командующий. Выстроить защитную стену из тяжело бронированных кораблей. Через просветы между ними открыть огонь из орудий малых судов. Черт, опять уловка Ян Вен Ли. Хорошо. Вперед, вперед! Богиня Победы размахивает своим нижним бельем у вас перед носом. Классно сказано. Кришна, флагман. 8-го. Пожар в двигательном отсеке! Мы не можем удержать орбиту! Это конец. Всему экипажу покинуть корабль. Быстрее! А вы, командующий? Все нормально. Командующий. Настоящий мужик. Оу. Кришна, флагман 8-го флота уничтожен. Всё. Вице-адмирал Эпплтон, скорее всего, погиб в бою. 8-й флот находится на грани полного уничтожения. Если все так и продолжится, нас отрежут. Но прийти им на помощь мы не можем. Сами едва справляемся. Это избиение. Это избиение. Похоже, мы побеждаем. Отлично! Всем кораблям задний ход. Огонь с тыла по 13-му флоту. Атакуем с обоих флангов вместе с флотом Мэклингера. Переключить главное орудие на ближний бой. Выпустить Валькирий. Сейчас! Огонь из всех орудий! Огонь по Черному флоту, заходящему к нам в тыл! Прочувствовал момент. Он прочувствовал момент перехода. Инстинкт сработал.
Биттенфельд провалился. Слишком рано было выпускать Валькирий. Он, вероятно, хотел сыграть решающую роль в победе. Запрос о подкреплении от командующего Биттенфельда. Подкрепление? Подкрепление, значит? Он что, думает, что у меня есть волшебный кувшин, из которого в любой момент можно достать корабли? Передайте Биттенфельду, что у нас нет лишних сил. Пусть он с его текущей боевой мощью исполнит свой воинский долг и защищает позиции до конца. Есть. Прервать всю дальнейшую связь с флотом Биттенфельда. Противник отрежет ему путь к отступлению. Все ведь идет хорошо? Для обеих сторон. 13-й флот действует именно так, как я и ожидал от Яна Венли. Однако, как бы то ни было, наш флот получил урон, который уже нельзя упускать из виду. Кирхас еще не появился? Нет, вас это беспокоит? еще. Я не волнуюсь, просто хотел удостовериться. Ты посмотрите, ему не нравится, что у него предпочтение. Ваше превосходительство, подтверждена информация о том, что в секторе установлены космические мины. Количество примерно 40 миллионов. Как и ожидалось. Используйте направленные зефир-частицы. Слушаюсь. Ну тот же трюк. Что он сделал с ожерельем Артемиды, помните, в, кажется, 4-й серии? Главное орудие. Огонь. Ну, короче, Зиг просто Кирхайс не явился в тот момент. И вот, пожалуйста. Короче, они сзади. Все. Теперь они будут в кольце. Не, ну, великолепная контратака Райнхарда. Просто великолепная. Он за несколько... Кажется... Всем кораблям полный вперед. Атакуем противника с тыла. С тыла. Ну, за несколько дней он подготовил почву и... Вражеский флот появился в тылу. Численность приблизительно 30 тысяч. 30 тысяч кораблей? Не может быть. Что случилось с минным полем? Кажется, его прорвали. Ян все, напрягся. Не, ну... Что поделать? Райнхард молодец. У Райнхарда все генералы великолепные ребята, которые точно знают, что и как 23 делать. часа 15 октября сражение закончилось. Продолжение следует. Озвучено проектом IndieDub. Ну, что могу сказать тут? Что могу сказать? Ну, честно сказать, меня так и тянет прокомментировать саму харизму этой серии, если честно. Вот старая рисовка, да? Я знаю, что сейчас есть современная адаптация данного произведения, но несмотря на то, что это старое аниме, и, может быть, бои тут сделаны немного устаревшими, но все равно смотрится интересно, монтаж быстрее, и сделано с любовью, да, там прямо вот, когда они летят, это прямо так по старинке сделано, но видно, что с какой любовью это сделано, рисовка сделана с любовью, только одни кадры с солнцем в системе Армирицар чего стоит. Мне было очень приятно, что нам тут показали моменты с истребителями. Как я понимаю, у союзников это называется спартанцы, а у имперцев они называются валькирии. Ну, понятно почему, символизм. Потому что, как вы понимаете, спартанцы это были греки, демократия, вся дела, отказавшись покориться тирану, ну и все такое. А валькирии это... воительницы, крылатые воительницы, ну точнее не крылатые воительницы, а они были воительницами верхом на крылатых конях самого Одина. Так что очень красиво. Да, также мне хочется отметить момент с Попланом и с Конином. Это ребята, это истребители, это летчики. И там был момент, погибают друзья. Вот этот погиб. Если честно, мне это очень сильно напомнил момент из фильма Перл-Харбор. Показали, уделили момент вниманию, что ребята умирают каждый день, и умирают их много, никто не застрахован от страшной смерти в космосе, это ужасно. Ну что ж, многие генералы пали, многие ранены, многие сдались, многие покончили с собой, потому что не смогли вынести позора. Ну, показали нам разные ситуации, показали разных командующих, между прочим. У нас есть чем сравнить, понимаете? Очень приятно, когда многие люди в одной и той же ситуации
и они попадают в страшную ситуацию, и как они себя ведут в этот момент. Кто-то отказался сдаться, и кто-то даже отказался отступать. Решили полностью весь свой флот погубить. Но при этом остался вместе со своим флотом до конца. Я имею в виду Бородино. Ну, Лань-Фу за счет своей жизни, за счет своего флагмана спас половину своих людей. Ну, единственный Ян нам тут демонстрирует, как человека, который может очень грамотно воевать с превосходящими силами противника, за территорией противника с минимальным оснащением. Он терпит большие убытки. У него нету ни продовольствия, у него нету ни вооружений, ничего нету, и они до сих пор умудрились держаться против полноценных флотов не одного, а нескольких. Также Бьюкока, если честно. Вот мне очень, если честно, обидно, что Бьюкока там отдельно не показывали, потому что Бьюкок же там тоже есть. И я на картах видел, что Бьюкок тоже борется и держится весьма достойно. Я хотел бы про Бьюкока тоже посмотреть. Почему? Потому что старый генерал, человек просто с колоссальным боевым опытом, видимо, это самый старый из них. И он до сих пор выжил, и он до сих пор действующий полевой генерал. Мне очень бы хотелось бы увидеть его в деле. А то, что Ян великолепный главнокомандующий, который очень красиво все делает, это видно и ясно. Вот видите, даже дал отличное генеральское сражение, дал великолепное генеральское сражение. Хоть как-то отстоял честь всех. Конечно, там на него его генералы смотрят, ты чё, он лопочет? Но извините, пожалуйста, человек, он имеет право все что угодно говорить, учитывая, что... Да пусть говорит, что хочет, главное, чтобы результат был. Что ж, 15 октября, битва при Амрицаре. Эта битва закончилась поражением Союза. Приходится отступать к Изерлону назад. Эта кампания окончилась полным провалом. Райнхард победил, его стратегия победила. Путем тактики выжженной земли и превосходной контратаки его генералов и его самого. Что ж, это была 15 серия, переходим к 16. Новые повороты. Силы Союза, столкнувшиеся с имперским флотом в системе Амрицар, были атакованы с тыла флотом Кирхайса и оказались на грани полного уничтожения. Наши товарищи разгромлены. Это да. Что будем делать, командующий я? Отступать? Вот значит как. Но убегать еще рано. Отступать рано? Впервые вижу, как отступают целых 100 тысяч кораблей. Выдвинуть флагман вперед? Нет, останемся здесь. Если так нахально вылезти вперед, потом разве не будут говорить, что я присвоил заслуги подчиненным? Вообще, вот видите, парень. Честь, это честь. Воинская честь. Командующий Бьюкок, мой флот войдет в состав арьергарда. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы перегруппировать наши силы. И отступайте к крепости Эзерлон. Вау. Но что вы собираетесь делать? Не волнуйтесь, жертвовать собой и рваться в самоубийственные атаки — это точно не мой стиль. Да, точно. Хорошо. Я не вздумаю умереть. Понял? Не вздумай умирать. Я старый, ты молодой. Командующий. Все будет нормально. Кроме того, если не ошибемся в расчетах, то сможем удерживать их нужное время. Всем кораблям сгруппироваться! Во время отступления сконцентрировать огонь на вражеском авангарде! Господи, Ян снова спасает всех. Это уже в традицию входит. Эх, Бьюкок, видимо, Бьюкок берет на себя командование всеми оставшимися. Они сосредоточили огонь в очень удачном месте. Как и следовало ожидать от 13-го флота. Снова Ян Вэнли. Ну? На этот раз я не позволю ему делать то, что он хочет. Растянуть фланги, сформировать осадный строй. Слушаюсь. Ага, он теряет самообладание перед ним. Он его очень... смотрите, как расширяет, берет в кольцо. Командующий. Еще немного. Если мы сможем еще чуть-чуть продержаться, наши силы смогут укрыться в Изерлонском коридоре. Ваше превосходительство. Флот Биттенфельда все же слишком ослаблен. Вице-адмирал Кирхайс и остальные справятся и так. Но ему лучше бы выслать подкрепление. Хорошо. Все же этот чертов Биттенфельд. Долго я еще должен терпеть неудачи из-за его ошибки. Ну, видимо, это такая белая овца, это черная овца у него в команде. Командующий. Вот оно. Сконцентрировать огонь на слабейшей точке вражеского строя, на их правом фланге. Попытаемся прорваться там. Быстрее! Там была малюсенькая, там был не такой широкий. Черные рыцари, да, Беттенфельд. Он прорвется через него. Стоять на месте! Контратакуйте! Мой флот не знает слова отступления! Ваше превосходительство, уже слишком поздно. Прошу вас, дайте приказ к отходу. Будут другие сражения. Дождитесь своего часа в другой битве. Ох, Райнхард его за это. Прорвался. Проклятие. Справа.
Ох, Райнхард его разжалует. А у противника все же есть достаточно хорошие командиры. А то. Да, будет интересно снова с ним встретиться. Посмотрите, а. Он вас всех стоит. Ха. Не, хотя они великолепные командиры, великолепные ребята. Грех на них. Бочку. Райнхард. Сообщение из генерального штаба. После уничтожения остатков сил противника направляйтесь домой. Ясно. Все, поехали в Изерлун. Уходим. Командующий, Даже если в присутствии леди, свобода прежде всего. как пожелаете. Принести вам чашечку чая? Отлично, с хорошей порцией бренди, если можно. Слушаюсь. Старший лейтенант, Заслужил. я недолго изучал историю и узнал, что среди человеческого сообщества преобладает два типа мышления. Мнение, что есть вещи гораздо более важные, чем человеческая жизнь, и мнение, что не существует ничего более важного, чем человеческая жизнь. Когда люди сражаются друг с другом, начинают войны первые. А от вторых зависит, когда она закончится. Сколько уже веков, сколько тысячелетий продолжается все это. Командующий. Нет, в общем-то, дело не в людях, а в том, смогу ли я сделать что-то, стоящее пролитых потоков крови. О. Прошу прощения, я говорю странные вещи, не обращайте внимания. Нет, брат. Все нормально. Я принесу вам ваш чай. И немножко бренди, да? Побольше. Бабу. Хорошо, побольше. Я теперь понимаю, почему он иногда любит. Интересно, стремится ли граф Лоинграм стать вторым Рудольфом? Он уже просчет сделал. Хорошая работа. Вы превосходно сражались. О, посмотрите, этого он особенно выделяет. Ну, это его друг. Ага, и что с ним сейчас? О, смотри. Демонстративно. Спина, иди нах. Командующий Биттенфельд, Да. мы выиграли эту битву. Я хотел бы сказать, что все вы сражались хорошо, но это не так. Подавшись опьянению битвы, вы поступили опрометчиво и в результате понесли ненужные потери. Помимо того, вы недостаточно хорошо установили осадную линию, в результате чего противнику удалось сбежать. Вам есть что сказать? Никак нет. Я всегда наказываю тех, кто несет ответственность за провал. Как только мы вернемся на один, вам определят наказание. До тех пор вы будете находиться под арестом в своей каюте. Слушаюсь. Достойно. Беттельфельд. Все свободны. Горячая голова, но достойно принял все слова. Ау, посмотрите на ребят. Посмотрите на ребят, как к нему подошли. Ау, это братство. Вот это называется истинное братство, кроме Не тебя. следует думать, что если вы друг графа Лоинграма, то находитесь в привилегированном положении. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Пожалуйста, пересмотрите свое решение. Почему? Биттенфельд не выполнил возложенных на него обязанностей. Разве он не заслуживает наказания? Вы сердитесь, ваше превосходительство? А что в этом плохого? Я имею в виду, что именно вызвало ваш гнев. Ваше превосходительство. Оставьте эти ваши превосходительства. Что ты хочешь сказать, Кирхейс? Значит, тогда, Райнхард, ты так разгневан из-за провала Биттенфельда? Ну, конечно. Я так не думаю. Ага. На самом деле, твоя злость, Райнхард, направлена против тебя самого. И на командующего Яна, который смог добиться всего сам. Это так раздражающе, что командующий Ян смог сам сделать себе имя. Раздражающе? Это еще мягко сказано. Тиамат, Астарта, а теперь Амритцер. Почему этот негодяй вечно встревает и портит мне окончательную победу? Ох, это сейчас было. Ему тоже, наверное, в чем-то обидно. Почему он не может играть с графом Лоинграмом на равных с самого начала? То есть этот уже... Райнхард, у тебя два сильных противника. Командующий Ян впереди и высшая аристократия позади. Не делай себе врагов еще и из собственных подчиненных. Черт, а он прав. Согласен. Я ошибся. Я не буду наказывать Биттенфельда. Спасибо тебе. Нет, это я должен тебя благодарить. Ты правильно сделал, что сказал, Кирхейс.
Кирхейс, Да. как думаешь, смогу ли я покорить всю галактику? Никто, кроме тебя, не сможет сделать это, Райнхард. Союз свободных планет мобилизовал для этой операции более 30 миллионов солдат. Ох, там. В итоге из них погибло около 20 миллионов. Это был худший итог из всех возможных. Из 3 членов Совета, возражавших против отправки войск, председатель Совета обороны Йов Трунихт был утвержден временным главой Верховного Совета. Гнида, просчитал, В сука! то время как политическая власть в Союзе претерпевала изменения, в Империи случилось непредвиденное происшествие. Что случилось? Император умер? Это был сердечный приступ. Естественная смерть? Какая несправедливость. Еще 5 лет. Нет, даже если бы он прожил еще 2 года, я бы принес ему смерть, которую он заслуживает за свои преступления. Не нравилось, да, что кое-кто имеет твою сестру, да? А как ему Кирхайс подчеркнул момент, что ты на этом месте благодаря сестре. Да, ты талантливый, но все-таки толчок твоя сестра дала. А Ян толчок дал сам себе. Кирхайс, собери всех командующих флотами. Слушаюсь. Так. Видимо, он собирается что-то там сделать. О, Физан, мы на Физане, так, кстати, мы на Физане. Как вы полагаете, кто из внуков Фридриха IV станет следующим императором? Во-первых, у принцессы Амария, жены герцога Брауншвейга, есть дочь 16-летняя Елизабета. И у принцессы Кристины, жены маркиза Литтенхейма, есть дочь, 14-летняя Сабина. Каждая из них имеет неплохой шанс стать императрицей. Существует также наследник кронпринца Людвига, внезапно скончавшегося несколько лет назад. Да, Эрвин Йозеф. Но ему всего лишь 5. Однако наследница по женской линии не имеет влиятельной поддержки. Поэтому и выберут его. Э? Статс-секретарь маркиз Лихтенлада, вероятно, не допустит наследника по линии матери. Потому что кронпринца будет легко использовать. Даже если это означает прямую конфронтацию с Брауншвейгом и Литтенхеймом. Все ясно. Действительно. И кто станет сторожевым псом в данной ситуации? На какое-то время им будет тот мальчишка. Да, во всяком случае, надо внести изменения в наши планы. Да, внезапная смерть императора внесет. Теперь Райнхард, возможно, первое лицо в государстве. Ваше превосходительство. Император умер, не назначив наследника. Война. Чему вы удивляетесь? Я клялся в верности только его превосходительству Лоинграмму. Покойный же, хотя и был императором, почтительной приставки не заслужил. Ваше превосходительство. Император умер, не назначив наследника. С учетом того, что существует 3 претендента на престол, несомненно, начнется борьба за трон. Чем бы она ни кончилась, боюсь, что дело не обойдется без кровопролития. Ваши слова истинны. От того, кто из тех 3 преуспеет, и зависит моя судьба. Итак, по-вашему, кто придет искать моей поддержки, чтобы поддержать одного из кандидатов? Вероятнее всего, маркиз Лихтенлада, у которого нет собственной армии. Тогда мне следует запросить максимально возможную цену. Он ему скажет, я, блин, сейчас становлюсь кем-то. Не знаю, кто он еще. Он вообще командует целым флотом. Прилетели. Но ведь проблема со снабжением не ваша вина, контр-адмирал Казельн. План уже сам по себе был провальным. Спасибо за поддержку, но не напрягайся так. Кто-то же должен взять на себя ответственность. И это ты, что ли? Это справедливее, чем если никто ни за что не будет отвечать. А ты? Но... При чем? Атенборо. Что ж, теперь я командующий базой снабжения пограничных колоний номер 14. Полагаю, это лучше, чем быть упеченным в больницу, как коммодор Фолк. Ян-сэмпай, это не... В больницу. Фолк. И слава богу. Адмирал флота Ситоля. Приветствую. Провожаете Казельна? У вас ведь следующий рейс, начальник штаба? Теперь я уже бывший начальник штаба. Вернусь в сельскую местность и, может, займусь пчеловодством. Командующий? Не делай такое лицо. Нужно быть готовым к таким последствиям. Мне нет прощения за тех, кто погиб. К счастью, следующим начальником штаба стратегического планирования будет адмирал Кубурсли. Бьюкок избран следующим главнокомандующим флота пока неофициально. У них будет возможность увидеть, на что ты способен по-настоящему. Старик Бьюкок говорит, что они будут рады видеть тебя в качестве нового начальника штаба. Начальник штаба? Адмирал Гринхилл тоже уходит в отставку? Нет, он остается во флоте, но переводится на должность начальника отдела внутренних расследований. Чё за... Странно все это.
Одновременно выступая против отправки войск и управляя флотом, Трунихт получил лучший приз в своей жизни. Просчитал. Как я уже говорил, твоя роль во флоте увеличилась, как и твоя ответственность. Не забывай этого. Командующий, Ну что ж, прощай. берегите себя, ректор. Ректор. Мы тоже скоро отправляемся. Козельн. Знаешь, на этот раз я согласился принять должность командующего из Эрлон. О, отлично. Поздравляю. Поэтому я хотел бы, чтобы ты вместо тыловой службы занялся обеспечением функционирования крепости в качестве ее генерального инспектора. Но я пока еще... Да, я знаю. Полагаю, придется немного подождать. Но я собираюсь использовать ближайшую удачную возможность, чтобы назначить тебя на этот пост. Пойдешь? Да. Я с удовольствием буду работать на тебя. Ян! До тех пор Да, временное прощание. береги себя. Смотри, не переработай. Твоя натура не слишком для этого подходит. Это да. До встречи. Лентяй хренов. Ну, пошли. Онитян. Братик, пока. Атенборо, ты мне тоже нужен на Изерлоне. Слушаюсь. Он постепенно собирает. Он постепенно собирает свой штаб. Элвин Йозеф II, внук Фридриха IV, стал 37-м императором Галактической империи. Этот новый порядок родился благодаря действиям герцога Лихтенлада и Райнхарда, которому был пожалован титул маркиза. Эти двое использовали друг друга, заключив взаимовыгодный союз. Ай, мелкий. Разве Лихтенлада не должен был идти после кончины его величества? Несомненно, кроме того, этот сопляк, какой он к черту маркиз? Сын бедного дворянина, без титула. Он пролез наверх только благодаря своей сестре, фаворитке его величества. Это правда? И что, теперь решил, что принадлежит к высшему классу? Нет. Можно позволить этой кучке монополизировать государственные дела. О, командующий Мюкенбергер! Как неожиданно видеть вас двоих вместе. Ага. Следует ли вас поздравить с отставкой? Вы были на вершине, а превратились в посмешище. Посмешище? Этот мальчишка! Мы говорим о нем. Мальчишка на должности главнокомандующего имперским флотом. Это прямо конец мира. А может, вы присоединитесь к нам, а мы щедро вас вознаградим. Как насчет такого? Вы оба меня не так поняли. Я наоборот рад, что могу использовать эту возможность, чтобы уйти в отставку. И жить, не увязываясь в вашу бесполезную возню. О, Позвольте дать вам совет. Этот мальчишка... Нет, маркиз Лейнграм — гений войны и политики. Если вы продолжите недооценивать его, это дорого вам обойдется. Честь имею. О, вот это истинный мужик, понимающий. Вот же трус. Есть и другие воины, которым не безразлична судьба страны. Все ясно. Начнется, надеюсь, не гражданская война. О, смотрите. С уважением. Несмотря на то, что сестра очень помогла его карьере, как таковой, и признали его заслуги, потому что парень по факту отразил целую гигантскую атаку на страну. Бардракул. Значит, говорите, что Физан — это рыбка в мутной воде, которой суждено разделить судьбу Империи и Союза? Этот недоносок Рубинский просто безумец, да? Тем не менее, слухи-то ходят. В конечном счете, Физан — это просто паразит. Хотя если правитель падет, нам ничего не останется, кроме как последовать за ним. Капитан. Капитан Ковен. О, заместитель, выпьешь? Я угощаю. Ну и ну, напиваться в такое-то время. У нас есть работа. Работа. О, и что на этот раз? Нужно кое-что перевести. Что? Надеюсь, молодую и богатую красотку? Партия паломников направляется на землю. Что, опять этот культ земли? Нужда всему голова, не так ли? Да, ну хорошо. Кто? Никого ко мне не пускать. Культ земли. Какие-то фанатики, что ли, да? Так. Рубинский имеет тайные ходики. Это я, пожалуйста, ответьте. Это ж... Рубинский? Это что Да. за... Насчет того, о чем я ранее докладывал вашему просвещенству. Владыка ситхов.
Текущие намерения Союза и Империи ясны. Прошу прощения, что побеспокоил вас. История ускоряет свое время. И скоро Земля вернет положенное ей по праву место. Через 3 года я покараю тех, кто предал Землю. Это будет так скоро. Именно для этого мы и создали Физан. Вы же не забыли о своем долге? Конечно, нет. Рубинский. Да. Не вздумай нас предать. И кто же в конце концов останется? Империя, Союз, Земля или... я? Блин, мне страшно. Не думаю, что Брауншвейг и Лютенхейм склонят голову. Скорее, они развяжут гражданскую войну, что расколет империю. Миттермайер, Руенталь и другие разрабатывают нашу стратегию. Меня беспокоит только одно. Уже готовится. Вмешается ли Союз, так? Да, хотя после их сокрушительного поражения при Амритсаре, их военная мощь уже не та, но... Не волнуйся, об этом я уже позаботился. Что? Более важно, он моя сестра. Улыбнись ей, Кирхейс. Они уже готовятся к началу гражданской войны. Аристократы пойдут на них войной, они это знают. Но чтобы не вмешалась... Сестра. Райнхард, рада тебя видеть. Союз. И тебя, Зиг. Ян. Леди Анни Роза. Анна Роза. Она в черном, в трауре. 10 лет. Прости, что заставил ждать тебя так долго. Я пришел за тобой, сестра. Я больше никому не позволю тебя огорчать. Пожалуйста. С этого момента будь счастливой. Точнее, больше не позволишь никому ее иметь. Райнхард. Сестра. Ну, ее реально жалко. Ну, Зиг, поздравляю, ворота свободны, можешь действовать. Мне кажется, Райнхард не откажет. Кажется, это... Союз свободных планет произвел Яна Венли в адмиралы и назначил его командующим крепости Изерлон и расположенного там станционного флота. Адъютант капитан-лейтенант Фредерика Гринхелл, начальник штаба контр-адмирал Мурай, заместитель начальника штаба коммодор Патричев, заместитель командующего флотом контр-адмирал Эдвин Фишер, командующий подразделениями флота коммодор Нгуен Ван Хью и коммодор Дасти Аттенборо, командующие эскадрильями спартанцев майор Оливер Паплан и майор Иван Конь, командующий обороной крепости бригадный генерал Вальтер фон Шонкопф. И в качестве ординарца сделал свой первый шаг на Изерлоне Юлиан Минц. Адъютантом стал. Так закончилась новая реорганизация в Союзе и Империи. 487 год имперского календаря, 796 год космической эры. Ни Райнхард фон Лоенграм, ни Ян Вен Ли не могли предположить, что ждет их в будущем. Да, вот это повороты, перевороты, завороты. Вот и закончилось. Ой, закончилось, конечно, полнейшим провалом для Союза и полным успехом для Империи. Ну, прежде всего хочу сказать, были показаны очень хорошие моменты с Беттенфельдом. Командир флота Черных Рыцарей. Ну да, он совершил ряд таких серьезных ошибок, которыми Ян воспользовался. Если сказать игровым жаргоном, он их наказал за эти просчеты. Вот за малейший просчетик он их наказывает. И наказывает в 10-кратном размере. Он умудрился спасти остатки остальных флотов. Бьюгак занимался выводом всех кораблей, кто остался, всех флотов, остатки всех флотов, которые остался. Бьюгак взял на себя, вывел их. Ян сдерживал их и постепенно тоже потом ушел, прорвав фронт Райнхарда. Райнхард, конечно, ясное дело, из-за этого расстроился, потому что, понимаете, в чем дело? Абсолютная победа, так каковая, конечно, ему попала в руки, но для него чисто это не так, потому что Ян для него, как я понял, тот идеал, который ему недоступен. Зигфрид это сказал: ты злишься на себя и злишься на Яна. Потому что, в отличие от тебя, Ян добился всего сам. Господи, Зиг насколько к нему близок, что может это ему в лицо говорить. И Райнхард понимает, что это правда. И даже не в глубине души он знает, что это правда. Это правда, и его это бесит. А Яну что, за что-то не обидно? Вот, Зигфрид — это голос его разума, это здорово. Также хочу сказать по поводу мыслей Яна. Жизнь самое главное в этом мире или есть что-то важнее жизни? Изучая историю, он знал, что люди разделяются вот на две эти части. Хороший вопрос. И, если честно, мне кажется, человечество до сих пор ищет на них ответы
Он разделяет людей, которые начинают войны, и войны, которые заканчивают. Ян задумывается этим вопросом, так как оказался в эпицентре этой философской дилеммы и тем, что он адмирал. То есть сможет ли он сделать что-то такое, что будет стоить по этих потерянных жизней, которые, к сожалению, на его ответственности. Может быть, да, это он адмирал, и он исполняет приказы, он дает приказы другим, но он все равно же чувствует грех в себе на душе. Очень совестливый человек. По поводу Райнхарда, и он уже сразу начал думать про Райнхарда, он сразу начал думать о том, а ты хочешь стать новым Рудольфом, да? Ян очень, снова же повторюсь, Ян очень хорошо сведущ в истории, он хорошо знает истории великих людей и как они начинали. Райнхард вообще, если честно, как по мне, яркий пример современного Наполеона. Мелкий поместный дворянин, у которого по факту вообще ничего не было. Очень красивая аналогия, между прочим, с Наполеоном. Наполеон по факту был никем. Был такой обычный человек, начинал военную карьеру. Сейчас извиняюсь, да, я конкретно хорошо не знаю, но я точно знаю, что он точно не был таким привилегированным аристократом или дворянином, которому все дали в руки. Он заработал свою репутацию сам, он достиг своих высот сам, этот человек, я про Наполеона. И в итоге его амбиции стали таковыми, что он хотел стать императором. И, извините, пожалуйста, пол Европы ему в руки упало, он сокрушал самые страшные, самые сильные армии во всем мире, которые были на тот момент. Он был такой, он был Майклом Джексоном своего века, им восхищались все, как и союзники, так и враги тем более им восхищались. И вот Райнхард — это такой яркий пример, и Ян, зная все эти прошлые заслуги великих людей, ярко видел, к чему все идет. Мне это очень понравилось. Так, какой-то культ земли возник. Так, у нас тут перемешка. Политика, военная сила и, наконец-то, вошла в ход уже религиозная сила. Между прочим, мне очень нравится, что вот здесь добавили еще религиозный момент, религиозный фанатизм. Я как понял, тут какой-то религиозный фанатичный культ, в который якобы люди, предавшие землю, все убьют, всех убьем. И, видимо, они хотят уничтожить как и империю, так и союз. То есть это какая-то вообще третья сила, и Рубинский на их стороне, но не просто на их стороне. Вот Рубинский — это вообще отдельный момент. Рубинский — это сила денег, это яркий пример капитализма, яркий пример того, кто зарабатывает на войнах, кто сталкивает людей друг с другом, чтобы на этом обогатиться, стать сильнее, иметь власть. Короче, мне кажется, нас ждут очень многие такие интересные моменты с культом земли. Я вообще не представляю, у этого культа земли вообще есть своя армия или что-то в этом роде. Очень любопытно. Хочется сказать эту фразу. Самые страшные грехи всегда совершались под лоном церкви. Серьезно. Я не говорю о том, что церковь — это плохо. Нет. Я считаю себя религиозным человеком, но историю нельзя игнорировать. Под стенами церкви, любой, протестантской, католической, даже православной, происходили плохие вещи. Что поделать? Но в одном фильме, вот «Ангелы и демоны», сказана очень хорошая вещь. Религия несовершенна, но все потому, что люди несовершенны. Вот здесь яркий пример того, нам показали, что из себя может представлять религия в плохих руках. Я уже, нет, и знаете что? Этот чувак был похож серьезно на Палпатина. Это прямо был владыка ситхов какой-то, господи, серьезно. Вот чисто из «Звездных войн» взятый тип. Ой. И Рубинский как сказал. Останется ли империя, останется союз, или культ земли, или я. Видимо, нас ждет еще более глубокие, еще более страшные, так скажем, хитросплетения политические и религиозно-экономические, и эти баталии идеалов и не идеалов. Короче, бог его знает. Короче, капец. Чем дальше, тем веселее, как говорится. Что была 16-я, точнее 15-я и 16-я серия «Легенда о героях галактики». Великолепные серии. Будьте добры, если вам понравилось, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Удачи!